Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередное видео по гоночному болиду. Вы рады? Надеюсь. Я, если честно, очень рад. Прежде чем начать что-то делать, хотелось бы поблагодарить, ребята, вас всех за донат, за помощь, такую огромную помощь каналу. Особенно были крупные донатеры. Не знаю даже, что сказать и как благодарить. Просто буду стараться соответствовать вашим ожиданиям, ребята. Стараться делать все максимально круто и классно. Нет, ну вы посмотрите, что уже получается. Это же просто фантастика. Хочу сделать некий какой-нибудь стенд, ну точнее стол, который будет очень ровный, очень квадратный. И уже на нем продолжать собирать технику. Потому что на полу, как я раньше думал, собирать не очень-то и удобно, как оказалось, лазить все время на коленках, на корточках. Честно говоря, даже неприятно это. А вот когда оно на подиуме каком-то стоит, так совсем другое дело. Приятно даже подходить к болиду и начинать что-то делать. Но для этого надо какой-то более-менее удобный стол создать. Поэтому я не знаю еще в этом видео, будем мы это делать или нет. Это вводная часть. Я еще ничего не знаю, что будет дальше в видео. После сборки открылись некие нюансы в подвеске. То есть кое-где малые хода и надо что-то расточить, что-то подрезать. Благо мяса здесь очень много, поэтому с этим проблем никаких не будет. Но это нужно сделать обязательно, потому что если оно будет вот так играть и не хотеть вращаться именно на настоящем болиде, могут быть большие проблемы где-нибудь на кочках, либо я не смогу повернуть, либо оторвет рычаг, либо еще что-то может быть нехорошее. Поэтому это тоже мне надо будет доделывать, хотя может быть что-то будет за кадром. А также как произошла, например, покраска бархатных тяг. Это я сделал за кадром, друзья, потому что много времени на это ушло, ну и как-то я не знаю. Как-то так получилось, но результат я вам сейчас обязательно покажу. Тяги получились уже не такие уж и бархатные, лакированные, но офигенные. Просто офигенные. Интересно, до каких оборотиков можно вот это все дело разогнать? Нет, так не получается. Главное, чтоб не упало. Крутись! Не знаю, какие как, но бархатные тяги лучше всего рассматривать в темноте. Они тогда играют всеми своими красками и максимально красивые. Вот, смотрите, друзья, залачил их. Ничего еще никак не обрабатывал и, наверное, не буду обрабатывать. Что-то как-то они так хорошенькие. Что у нас получается? Глаз не оторвать, если честно. Просто фантастика. Напишите в комментариях, как оно вам, красивое, некрасивое. Но я вот сейчас стою как загипнотизированный, не могу оторвать глаз просто. Пришлось опять же все разобрать, но сейчас буду собирать обратно. Для тех, кого интересует техническая сторона вопроса, работал вот этими материалами. Это праймер, то есть им я покрывал по карбону, чтобы прилип лак. Лак использовал вот такой. Да, ребят, если будете писать, что это реклама, тогда, когда это не реклама, я буду стараться больше таких технических нюансов не показывать. Потому что, ну, это какая-то некая несправедливостью попахивает. Вот, и меня это маленько напрягает. Потихонечку подъезжают запчасти. На этот раз пришли подшипники. Вот, смотрите, какая маркировка. ТН9 означает, что они как бы, ну, типа второго класса по нашей классификации. То есть это по нашей классификации высший класс точности. Ну, как-то круто это очень. Не знаю, не напутали ли там что-то в Википедии. Ибо я черпал информацию там, упакованы очень качественно, в вакууме. С виду ничего такого особенного, но они керамические и вроде бы как из нержавейки. Подковырнул пыльники, дабы показать вам, что там внутри. Ну вот, видно пластиковый сепаратор и как будто бы пластиковые шарики. Но они не пластиковые, они из нитрида кремния. Они керамические, очень твердые, выдерживают очень и очень большую температуру. Если они действительно второго класса точности, даже не знаю, как на это реагировать. Как для Китая они действительно цены немалой.
Поэтому может быть и правда. Ставятся они на рокера прогрессии. 4 штучки я уже запрессовал. Запрессовываются нагревом алюминиевых деталей. Нагревать нужно примерно до 150-120 градусов. То есть сидят они довольно плотно, может быть даже слишком плотно. Ну, ход свободный, поэтому, думаю, нормально. Ну, а сейчас поменяю и на оставшихся, потому что здесь у меня стоят временные, а хотелось бы поставить такие, более качественные. Запрессовывается все просто нереально, просто не хочется прессом это делать. Мне как-то нравится больше так. Все подрасчитано, буквально тут пару соток натяг. Вот, думаю, все. Все. Так как снизу лежит на железке, то оно не выпадает. Железка немножко впитывает в себя тепло. Что делать, если засунуть не успел? Потому что обойма в себя тоже тепло берет и тут же расширяется. Тогда мы продолжаем греть. Греть уже надо значительно сильнее. Но, смотрите, магия происходит какая-то. Так, нижний уже выпал. Оп. Верхний впал. Ну ладно. Раз верхний впал, мы тогда берем вот так и вставляем нижний. Все. Ставлю на алюминиевую плиту и ждем, когда остынет. Все подшипники успешно запрессованы. На свое место вставляется от руки, но плотновато, хорошо, качественно. И ставим шайбочку. Здесь есть резьба, можно организовать некие пыльники, защитные колпачки с резинкой даже, которые будут отбивать воду, если мы, допустим, по дождю будем кататься, ну или вообще, если попадет под дождь. Опять я ушел с головой в сборки-разборки, потому что посетило вдохновение. Надо все равно по мелочи что-то подтачивать, подпиливать, смотреть хода подвески, смотреть хода рулевой, потому что подобавлялось новых тяг. И как ни крути, как ни верти, все равно что-то где-то обязательно надо подпиливать и подтачивать. Оказалось довольно-таки много мест, которые в крайних положениях не работают. Во-первых, пришлось обработать вот это ухо, но я вам уже говорил, что его придется обработать рано или поздно. Либо кулак надо было бы подтачивать, либо ухо. Но оказалось не все так просто. Вот эти шайбочки, которые снизу и сверху шаровой стоят, они тоже упираются в алюминиевую часть рычага, потому что она сделана максимально толстая, вот, а на шайбочке, соответственно, места не осталось. Поэтому я рычаг особо не стал подпиливать, уменьшил по бокам чуть-чуть эти самые злополучные шайбочки. Здесь я тоже все подточил, подпилил. Мяса, как видно, осталось довольно-таки больше, надо все это облагородить теперь, но это уже после разборок, потому что я подпиливал по месту, в общем-то. Также еще оказалось, что тяга вот эта не полностью помещается внутри, в то время, когда колесо находится, да, вот в таком положении. Сейчас вроде бы все нормально, и на 3D модели казалось, что все нормально, но когда мы поднимаем колесо вверх, оно там начинает цепляться гайкой, и надо что-то делать. Надо либо тягу бархатную подпиливать, заметьте, я ее чуть длиннее сделал, специально как бы для этих целей. Вот, долботни, конечно, много с этим местом было, но справился. Еще одна мега проблема, что столь широкое гигантское колесо, у меня просто комплект таких дисков, чему я несказанно рад. Но такое колесо гигантское, оно просто там у меня не помещается. Вот в этом месте, если вывернуть его вот сюда, видите, начинает прикасаться рычага. Ну, это и не удивительно, это 10-дюймовое колесо, то есть диск шириной 10 дюймов. Для передка он очень и очень широкий и такой не нужен, он просто мега избыточный. Блин, найти бы пару таких дисков, OZ Racing, только узеньких, вот было бы круто. У меня полным-полно узкой резины для передка. Ну вот дисков комплект только такой. У меня есть еще магниевые диски, но они же другие. Хотелось бы, конечно, одинаковые поставить. Ну, диски это не проблема, друзья. Можно хоть 15-дюймовые сюда воткнуть, и тогда уж точно места на все будет хватать.
Кстати, так мы и будем делать при первых выездах, потому что надо ставить обычную гражданскую резину, у которой клиренс будет с которой повыше, а потом уже ставить маленькую гоночную и наваливать по полной. Что-то как-то неожиданно пришла мысля, как мне сделать стенд. Вот. Уже в принципе вот я его набросал, видите? И у меня болид настолько суровый, настолько простой, что вот у него ширина как раз от края до края алюминиевых деталей 2500 миллиметров. Но она чуть поменьше, но я удлинил, потому что я и хотел удлинить, чтобы больше пространства было в моторном отсеке. Буквально на 50 миллиметров. Во благо, так сказать, простоты, не надо эти доски даже пилить будет. Я сделаю стендик, ну или стапель сделаю, как там можно его назвать, сказать. Все выставлю ровно станочными уровнями. И можно будет уже, в общем-то, и монокок там лепить на том месте. Потому что, чтобы сделать монокок, надо, во-первых, все выставить. Ну а во-вторых, его спроектировать. По проектированию у меня уже дело там на 50% готово. Осталось выставить. Ну а сейчас, ребята, мне осталось с этой стороны все поподтачивать, изменить немножко ушки, изменить верха. И можно будет закрывать уже эту тему. Я надеюсь, в задней части болида таких проблем не будет. То есть там все спроектировано так, что все помещается. Хотя есть специфическая деталь. Вот она. И рычаги заходят прям туда. И возможно, что там оно не будет помещаться. И тоже маленько надо будет что-то подпилить. Но на 3D модели все помещалось, ребят. Все помещалось. Просто я ж ее до винтика не проектировал. Это мне еще год надо было бы. Чтобы каждую шайбочку, каждый болтик, винтик спроектировать. Поэтому вот вроде казалось все классно, хорошо. А в итоге чуть-чуть где-то надо допиливать. Но не беда. Главное, что в целом-то все хорошо. В общем, надо ехать и уже затариваться ДСП под это дело. ДСП оно максимально ровное, его не особо-то и ведет. И плюс можно все напилить под 90 градусов четенько, там станки хорошие, и уже собирать этот коробок. Ой, сколько всего нужно сделать, сейчас все будем разбирать. Вспомнил еще, что у меня пришли шарики, шаровые подшипники, вот, которые надо заменить. Здесь у меня стоят временные, какие-то они ну совсем уж неважнецкие, телепаются сильно. Буду заменять на шарики вот такой фирмы. Не знаю почему, но у них у всех как-то не особо там уж прям плотная посадка. Но эти более-менее нормальные. И как-то больше внушают доверие. Они у меня здесь сменные, есть контровочный винтик и есть вот такая шайба титановая, которая закручивается. Также я делал специально созданный инструмент. Вот сейчас будем откручивать и заменять. Удивительно, конечно, как же много недоделано мелочей. Здесь я сильно не затягивал, поэтому откручивается легко. Вон он там сидит. Медной смазочкой видно было помазано. Но телепается он совсем уж нехорошо. Скажите мне, пожалуйста, почему так делают? Потому что они практически все такие. Может быть, они предназначены, чтобы их устанавливать с каким-то диким натягом? А вот этот хорошенький. Вообще нет люфта, и он так плотненько с таким хрустом небольшим ходит. Думаю, этот вообще огонь будет. А второй, который я подобрал из пачки, он чуть похуже. В общем, можно их много покупать и подбирать хороший. Где сразу купить хорошие, я не знаю. Они все с люфтами. Даже СКФ пробовал, он тоже такой же вот. Черт его, вообще непонятно для меня эта система. Вытаскивать буду, опять же, чуть подогрею. Он должен сам вытащиться, этот сам втащится. Ну, либо сверлилочкой задавлю, потому что сильно греть здесь нельзя. Карбончик все-таки кругом. Ну и что? О, вот и все. Класс. А этот войдет. И этот вошел. Вот успели, пока горячее, все сделать. Закладные эти кардинально разные. Здесь, я так понимаю, они обжаты прессом просто. Хотелось бы, конечно, распилить, показать вам, как устроено. Они там самосмазывающиеся, там есть такая проставка, пропитанная маслом. Ну а эти сделаны чуть по-другому. Там есть трещина, то есть их раскалывают, а потом вот так задавливают шарик. Он сначала расходится, а потом защелкивается. Вот эта вот система, что-то мне совсем не нравится.
тоже болтается. Что такое? Ну, ребят, штука сменная. Если что не так, если найду более качественные вещи, ну, буду устанавливать. Либо буду эти менять постоянно. Не знаю я, что делать. Сколько ж тут мелочей, это просто ужас. На задних рычагах я сразу поменял, потому что было сразу два таких. Ведь я много экспериментировал. Ну а здесь вот только пришли. Вот так затягиваю. Надо максимально хорошо, но чтобы не сломать инструмент. Ну и контровочка. Закручиваю через синий герметик. Этот винтик будет предохранять от выкручивания титановую шайбу. Интересно, насколько жестко здесь все закручено. Я вообще-то закручивал с тем учетом, чтобы потом разобрать, если что. Ого. Ну, по хрусту, думаю, слышно. Так, пока нормально. Неужели я решился на исправление всех этих мелочей? Видите, повспоминал старые проблемы. Скорее всего, я и планировал здесь подрезать, исправлять, но потом забыл. Все невозможно удержать в голове, слишком всего здесь много, огромное количество работ. Всяких разных. Вот даже не знаю, как ее зажимать, чтобы обточить поясок. И что ж она так плотно заходит? Чтобы вытащить ступицу, естественно, нужно корпус подогреть. Ну, либо как-то выбивать. Выбивать я не хочу. Можно просто нагреть, и она сама снимется. И вот уже шатается. Она не так уж прям тут запрессована, просто немножко с натягом. Температурка позволяет ей выйти. Все. Нужно срочно придумать, как ее зажать, потому что разбирать ее нельзя, иначе выпадут подшипники. Они там односторонние. Вот. Если я сюда зажму, то сами видите, что будет. Это будет крутиться, а это нет. Вот надо как-то зафиксировать. Вот так, я думаю, будет вполне нормальненько. Можно обрабатывать на токарке. Срежем центровочный поясок до 8 мм. Что-то он и правда как-то великоват. Не надо такой. Заодно облегчим детали. Ну что ж, понеслась. Супер технология обработки металлов в беличьей клетке. Процесс идет довольно здраво. Все быстренько. Все. Плотновато сделал. Плотновато это гораздо лучше, чем прослабить. Супер. Пришлось также доработать детали нижнего болта. Пришлось вот тут выборочку небольшую сделать, чтобы увеличить ход. Это обратная часть, между ними зажимается шест. То есть вот с этой стороны тоже пришлось немножко конус этот видоизменить, усовершенствовать. Блин, сколько работы, это просто ужас. Я никогда бы не подумал, что это будет именно так. Сейчас поставлю и объясню, к чему я вообще стремлюсь. Уже ход полностью свободный, но в нижней точке. Причем это не совсем нижняя точка работы всей системы. Это нижняя точка, на которую опускаются теперь рычаги без упирания во что бы то ни было. Здесь теперь ничего никуда не упирается, ну а опускание, ну примерно вот такое. Это меня вполне устраивает, меня даже устраивает 2-3 сантиметра, но я все же считаю, пару сантиметров должен быть запас. Я вот здесь вставил ограничители в рокера, и теперь ниже, чем надо, система не опускается. Хотя если их вынуть, то система будет стремиться опуститься еще ниже чуть-чуть, и здесь она уже не так уж и хорошо ходит. Вот здесь ее предел. Когда мы крутим, она все равно стремится подняться. Поэтому ставим ограничители обратно и будем их ориентироваться. Все, здесь отлично, здесь прекрасно. Хотя вот вижу, что не совсем. Рулевая рейка с одной стороны не доходит до упора. С одной стороны она доходит, а с другой она не доходит. Где-то упирается, я даже уже вижу и знаю где.
Вот это место. Я здесь уже бормашиной немножко подтачивал, и сейчас буду еще подтачивать. С другой стороны все круто, все хорошо. Есть очень-очень маленький зазор. И в эту сторону. Не знаю, очень ли это важно или нет, но я хочу добиться того, чтобы при опускании не одной какой-то точкой где-то упиралась, а сразу упиралась, в большинство точек. То есть, чтобы было ограничение какое-то равномерное, а не так, что один рычаг где-то там упирается, потом выламывается и так далее. После того, как обработаю бормашиной, нужно будет опять все снимать и делать финишное, чтобы красиво было. Вообще можно было этого и не делать, оставить как есть. Но я, пожалуй, сделаю, друзья, для будущей эксплуатации и ремонта. То есть, когда есть несколько упоров одновременно, при ремонте, например, при снятии амортизатора, при вытаскивании болта можно что-то не удержать. И вот эта конструкция вместе с тормозами, с колесом, может вот так, если стоит на подиуме, бахнуть вниз. И что-то одно где-то упрется. Вы представляете, какой рычаг получается, если упирается в точке там на сантиметр, а здесь 500 миллиметров. Что-то где-то может согнуть, сломаться, поэтому пусть оно упирается в нескольких частях, в нескольких местах. Так нагрузка будет распределяться равномернее и меньше шансов на какие-то такие форс-мажорные непонятные обстоятельства, когда на ровном месте что-то может пойти не так. В общем, я уже доволен, почти все сделал. Осталось снять вот эту часть, эту область и проточить. Потому что здесь упирается как раз таки в верхнем положении. В нижнем у нас все отлично, все круто. А вот в верхнем я вам уже показывал, что происходит. Начинает, когда мы поднимаем вверх, упираться. А вот что происходит, собственно. Это нехорошо. Использую медную смазку, а то как-то уж очень трудно откручиваются детали. Победил таки, все собрал. Мелочи, которые копились годами, наконец-таки доделал. Это просто кайф, ребят. Вот оно, максимальное верхнее положение, я задрал. Видите, на стяжках. Все работает, все вращается, нигде ничего не цепляет. Все максимально плавно, максимально хорошо и классно. А вот теперь, как вы думаете, что мы будем делать? Да, будем продолжать бороться с мелочами, только уже с новыми. Надо сделать текущие втулочки. Это будут подключены тяги, потому что сейчас они абсолютно сильно болтаются. Ну так что, давайте займемся. Достаем высококачественный титан и будем делать втулочки. Хотелось бы в идеале, конечно, все сделать, ну или почти все. То есть и на заднюю часть, и на переднюю часть болида. Все никак не решусь на этот ход, потому что это бы заняло непрерывного стояния у станка 2-3 недели. Да и плюс еще потом переделывать что-то надо было бы. Вот, поэтому пока не решаюсь. Вот в таком качестве даже втулочки будут. Расточил под калибр, это линейная ось, 8 мм. Вот смотрите. Видите, даже на таком большом вылете фактически нет биения. И буду продолжать процесс, продолжать делать втулочки. Такую работу вы много раз видели, но возможно какие-то новые нюансы появятся. Буду стараться их вам показывать. Опять же, почему так долго их делать? Да потому что они с титана. Титан дольше в обработке, чем любой другой металл. Особенно сверление тугое. Вот. Ну а теперь из нового. Даже при изготовлении, казалось бы, таких вещей, как втулочки, у меня появляются новые технологии, друзья. Смотрите, какие красивые. Это, кстати, самые простые в производстве. Внутрянка здесь не точная. Это просто как бы проставки. Здесь точный только вот этот размер. Все остальное делаешь как хочешь.
Ну, лишь бы красиво, естественно, было. В общем, встал вопрос, как же делать фаски. Изначально на станке, ну, как бы это тоже довольно долго. Надо менять постоянно резец туда-сюда. Либо тем же резцом, которым я протачиваю, делать. Я тут только отрезным работал, потому что тут поверхность калиброванная. Поэтому я быстренько придумал технологию. В общем-то, я давно ей пользуюсь. А сейчас вам покажу, как же я буду делать фаски. Причем они классные будут, не острые, а такие гладенькие, хорошие. Потому что даже резцом, когда мы делаем, некие заусенцы появляются, которые могут резать. А значит, смотрите эту супер технологию, вам понравится. Так что фаски теперь шлифованные будут. Можно так закруглять даже. Вот что получается. Равномерные шлифованные фаски. Мало того, таким методом можно и наружный диаметр обрабатывать. Если надо на сотку, на 2 уменьшить, допустим. Чтобы сильнее стиралось, надо под углом. Поверхность хорошая. У меня лента довольно с мелким зерном, да еще и стертая. И мало того, можно даже подшипники уменьшать таким способом. Но только надо действовать под углом. Потому что если так, оно чисто катается и все. И поверхность очень качественная. Но есть проблемы в неравномерности. То есть мы таким образом можем немножко как-то завалить стенку куда-нибудь. Либо бочкообразно сделать. Ну, бочкообразно вряд ли на таком маленьком получится. Вот. Но стенку завалить можно. Это такой чисто колхозный способ для каких-то целей. Я вам просто показываю, как типа лайфхаки, ребята. Типа мастер-классы какие-то. Вдруг кому-то эта система, эта технология понравится. Ведь токарные станки и прочие вещи есть не у всех. А вот я помню, у одного из подписчиков была проблема, что очень трудно заколачивался подшипник и разрывала алюминиевую часть. А вот можно таким способом было бы подуменьшить. Технология реально микронная, потому что, чтобы снять сотку, надо, ну, наверное, с минуту вот так стоять, шлифовать. Правда, это что касается больших вещей. Маленькие втулочки быстрее стираются. Еще чуть-чуть и, наконец-таки, ну, по крайней мере, все к тому идет, что я скоро встану с колен. Как же надоело, ребята, на картках вот это все делать. Вы себе не представляете, коленки в таком положении просто отстреливают у меня уже. Я не знаю, как пакистанцы на этих коленках вот так вот все время сидят. Ну, я не могу. Я хочу все-таки как-то полустоя работать. Так оно поинтереснее. Делаю мега высокоточную конструкцию. Заказывал реально высокоточный распил, чтобы все было одинаково, все под мега 90 градусов на крутом станке. Все было распилено. И когда я замкну всеми 4 листами, все будет, как мне кажется, как я надеюсь, идеально ровно. Но то мы еще проверим, ведь у нас есть станочный уровень. То есть это будет то, что я вам показывал на рисунке. А именно замена вот этой вот замечательной некрасивой рыжей коробки, которая портит в кадре весь вид. Да и плюс это будет стенд для сборки монокока. 2,5 метра, именно столько в длину будет болид, без носа. Ну, нос будет съемный, так что не считается. Близко, близко уже. Мне даже что-то подсказывает, что такую конструкцию из металла сделать гораздо было бы сложнее в такой высокой точности. Потому что точность безумная. Если варить что-либо из металла, то очень страшно при сварке его ведет. Да и плюс здесь все отрезано, все эти плиты, ребята, все на станке под 90 градусов, все везде сошлось, прям мега точно во всех углах. Единственное, надо будет на винтик немножко выставить, но опять же, тут конструкция жесткая, тут особо винтика-то и не будет на самом деле. Ну, я надеюсь, мы проверим, я же говорил, специнструмент имеется. Ну и вот, время бежит неумолимо, уже 7:30, пятница сегодня. Уже надо идти монтировать видео. Мне нужно это успеть делать, иначе в субботу видео не будет, оно само себя не сделает. Поэтому отчитываю, что сделано за эту неделю, и иду домой делать вещи. В общем, вот они, 8 втулочек. И еще 8 втулочек на ШСах.
С каждой стороны по втулочке. Отдельно показать не могу, потому что их приходится впрессовывать. В итоге 16 втулочек сделано за неделю. Хотелось бы, конечно, побольше, но занялся стапелем, в итоге втулки бросил. Есть большие плюсы в том, что втулки эти пойдут также и на заднюю часть. То есть это вот в это место, ну и на передней части тоже вот в рокера они будут устанавливаться. И с обратной стороны на рычаги. Это как раз таки вот на ШСах, которые... Они позволяют устанавливать разные ШСы разных размеров, ну то есть дистанцируют там все это дело в ушке. Ну а теперь идем дальше, собственно, к стапелю. Болид, получается, начинается здесь и заканчивается с той стороны. Его длина 2,5 метра. Передняя часть фактически готова, кроме рулевого управления. В следующем видео мы уже непосредственно займемся задней частью гоночного болида. Я уже и рычажок там прикрутил, посмотрел, как он шевелится. Ну, вроде бы шевелится, но, похоже, тоже надо будет расшатывать, увеличивать хода. Ну, а пространство между как раз-таки будет занято монококом карбоновым. Почему это, в общем-то, стапель, друзья? Потому что все здесь очень ровненькое. И я планирую две вот этих пластины, вот эту и заднюю торцевую пластину, соответственно, к торцам прикручивать. Все это выставить здесь. И у нас будет такая висячая пустота, которую можно чем угодно заполнять. То есть, соответственно, будет очень легко и просто сделать монокок. Вот так я придумал, и у меня даже голова не болит, как я это буду сделать. Потому что технология будет довольно-таки простая. И в принципе, ребята, каждый сможет ее повторить. Когда я начну делать монокок, когда уже все будет получаться, вы поймете, насколько это, ну не так уж-то это и сложно. Вот 3D модель, наверное, сложнее сделать, потому что до сих пор я монокок еще не доделал, не создал. У меня проблемы с дизайном задней части. Вот, ну... Буду создавать. Так что вот такие дела. Болид, как вы можете заметить, очень быстро строится. Особенно, когда делаются втулочки. Потому что это самое главное. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите своим вкусным, сочным, классным лайком. Всем пока. До новых встреч, ребят. Скоро увидимся.